Здравствуйте, меня зовут Мария Бабич. В 2018 году мне был поставлен диагноз рак молочной железы трижды негативный, стадия 2А. Однажды ночью я проснулась от жуткой боли в груди. Прощупала грудь, и попался мне небольшой шарик. Ну вот прям на самом деле был небольшой шарик, который болел. Ну, в общем-то, никаких дурных мыслей на тот момент не было. Я просто перевернулась на другую сторону и уснула. На утро история повторилась. Еще раз прощупав грудь, я опять его обнаружила. И вот эта история, что рак не болит, она у меня как-то пришла мысль эта в голову. Рак не болит. Я ее тут же отогнала, что причем тут рак, вроде бы как не думала я о том, что это может быть. Это заболевание. Потому что мастопатия у меня была, и я понимала, что просто нужно пойти и показаться врачу. Все. На этом я успокоилась. Придя на работу, увидела выездную комиссию, где был маммолог. И вот здесь мне показалось какой-то знак. Меня осмотрел врач и сказал, что обязательно нужно дообследоваться. И повторила ту же фразу, которая пришла мне ночью. Могу вас успокоить, рак не болит. Ну вот и, не знаю, следующий день, через день я пошла заниматься обследованием. Сделали маммографию, сделали УЗИ, сделали биопсию. Через некоторое время мне позвонил доктор и сказал, что нужно прийти дообследоваться. Когда я пришла на дообследование, то есть мне тут сказали, что та шишечка, из которой взяли пункцию, это метастаз. Нужно найти саму опухоль. В общем-то, вот так вот и началась моя история. Это не то, чтобы я что-то почувствовала. Это скорее сказать, что я не почувствовала ничего. Это была какая-то прострация, и я начала проваливаться в какую-то пустоту. Мне было настолько страшно от самого слова «метастаз». Потому что понимание того, что когда уже метастазы, то это такое распространенное, и уже как будто бы все, точно, завтра конец. То есть вот этот страх меня охватил настолько, что, мне кажется, я даже не понимала, что я чувствую. Мне повезло с самого начала с врачами. Она мне очень, по крайней мере, постаралась очень доходчиво до меня донести, что нужно делать, какие-то шаги. То есть мне пришлось прям собирать себя в кучу, вот из этой дыры вытаскивать, чтобы хоть какие-то слова я услышала, что нужно сделать то, это, то есть пошагово сдать кровь, что там будет дальше консилиум, лечение. И вот оно урывками, но что-то доходило. И вот этот страх, вот он как-то стал заполнять. То есть вот я из этой пустоты вроде бы начала собираться, да, но насколько это было страшно, может, наверное, только человек, который через это проходил, понимать. А лечение проходило, мне назначили 6 химий до операции, затем была операция. После операции, когда получили результаты, то есть мне делали еще химию, потому что, немножко пошло не по плану. И лучевая терапия. Мне делали органосохранную операцию, у меня была резекция, но были удалены все лимфоузлы. Все, для меня было тоже такое немножко непонимание, что значит все лимфоузлы. Тоже с вопросами я подходила к докторам, и мне объясняли,
как это, что это, потому что было после операции невероятно больно. Я не могла с этой болью, я никак не могла смириться, не могла понять, почему же так болит, что это. Для меня вот очень самый сложный период. Химии, конечно, да, все это, побочки, тяжелое вот это проживание. Но самые вот эти воспоминания ужаса, это вот именно после операции. Вот было очень больно. Было очень больно. Сейчас не болит. Я старалась получить информацию с надежных источников, скажем так. Я понимала, как разрабатывать руку. Я это делала через боль, я делала по несколько раз в день упражнения. И для меня осталось прям тоже ярким впечатлением, когда я смогла поднять руку целиком. И я поняла вот этот момент, как мы очень часто недооцениваем возможности своего тела. Да? Кажется, что это само собой разумеется, когда у тебя все двигается, все работает, это так хорошо. И когда оно перестает работать, то есть здесь совершенно по-другому воспринимается, когда ты разработал эту руку, и когда ты ее поднял, я радовалась, я прыгала, я плакала от радости, что у меня получилось, что я подняла свою руку. Мне больно, да, но я не инвалид, она у меня работает на 100%. Наверное, желание жить, семья, муж, дети, родители. Вся моя семья, они были рядом, они меня очень поддерживали. Здесь, я бы сказала, даже присутствием, потому что изначально тоже, конечно, было тяжело. Маме, я понимаю, насколько тяжело родным. Они не понимают, как с нами взаимодействовать, вот с нами, ну вот с человеком, который заболел, да, вот где-то там я сижу, плачу, они не понимают, почему, да. Я больше понимаю, что им тяжелее, в разы тяжелее. Но поддерживали, вот тоже такой хороший вопрос, каким образом поддерживали, как могли. Просто были рядом. Замечательно. Вот прям замечательно. Я прохожу контроль регулярно. Естественно, я понимаю, что это за заболевание. Я регулярные обследования. Но в целом я здоровый человек. Но вообще человеку после химии очень, тоже тяжело приходить обратно к своему здоровью, возвращаться. Набрала я очень много веса, порядка 20 килограмм у меня было лишнего веса. Соответственно, это не просто так, потому что были гормональные препараты и жировой гепатоз. У меня было давление, да. И когда я получила заветную выписку, что я здорова, и понимание того, что формально я здорова, а на самом деле я очень нездорова. У меня все болит, у меня лишний вес, у меня давление, у меня много. Вот нет такого органа, который, мне казалось бы, не болел. У меня болело все. И когда я начала задавать вопросы, а что, а как, а что сделать, чтобы не болело, а мне говорили, с таким жестким лечением как бы все, так и будет. Да, так и будет, и надо научиться с этим жить. И вот чего мне больше всего не хотелось, это научиться с этим жить. Мне не хотелось с этим жить. Потому что идея того, что я здорова, она прям четко врезалась. Что я здорова, я должна быть здорова. Я начала наблюдать за собой. Я начала наблюдать за собой, и я поняла, что немножечко я вес снижу, мне легче, у меня не так болят ноги. Были моменты, когда я утром просто не могла встать с кровати. Я вставала, и у меня подкашивались ноги, я падала.
Когда вес немножко уходил, мне становилось гораздо легче. Становилось гораздо легче, и я начала понимать, что нужно заниматься снижением веса. Я начала разбираться, как на нас влияют продукты, я начала заниматься своим питанием, то есть я начала четко отслеживать, что я кладу себе в тарелку. И увидела результаты, я увидела, что вес уходит, я увидела, что мне гораздо легче по состоянию. Таким образом, я решила пойти глубже. Я начала изучать нутрициологию, я начала изучать, как на нас влияет то, что мы едим. В конечном итоге за год я сбросила почти 20 килограмм. Но много всего на самом деле. Такая история, когда здесь хочется, наверное, больше благодарить, потому что изменилось много чего. Изменилось отношение к себе, изменилось отношение к людям. Вообще, вся моя жизнь поменялась кардинально. Вот на самом деле она просто развернулась на 180 градусов. Когда я заболела, я обязательно, вот как такой пунктик, нужно было прочитать про свой диагноз и все узнать, спросить у Гугла, как говорится. Гугл на тот момент мне сказал, что совсем мало мне осталось. После такой фразы, в общем-то, я решила, я, наверное, не буду больше с ним разговаривать. И очень долго я не смотрела, я не гуглила, я общалась только с врачами, и вот эту информацию я как-то ее проживала, где-то что-то читала, то есть опиралась на такие более достоверные источники. И, как говорится, в интернет старалась не ходить. Но после того, как лечение закончилось, как я получила все выписки, я случайно, опять же, но случайностей не бывает, мне попалась где-то информация про фонд Александра. И она меня прям заинтересовала, потому что было просто интересно. Были какие-то истории женщин, было о чем-то таком немножко непонятном для меня. Это как раз-таки про какое-то обучение, про какое-то волонтерство. Я стала читать, интересоваться, смотреть. Первое обучение, которое я прошла, это было обучение на ведущих групп взаимопомощи. Мне очень понравилось. И следующее обучение это было равное консультирование, равный консультант в онкологии. И я сразу пошла туда. Осталась в фонде и волонтерю. Я занимаюсь волонтерством уже 4 года. Я помогаю людям, которые столкнулись с онкологией. Это эмоциональная поддержка, это маршрутизация, это какие-то вопросы люди задают. То есть маршрутизация это и есть, когда ты даешь надежные источники, где можно посмотреть о заболевании. И важно это эмоциональная поддержка. Очень часто люди просто хотят найти человека с подобным диагнозом, пообщаться. Часто просто получив диагноз, услышать историю человека, который прошел и который он уже часто задает такие вопросы. А сколько лет вы уже живы? Вот так вот. Как... Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Он меня просто поставил в тупик. Как к заболеванию, которое лечится. Как к испытанию, которое, возможно... Нет, не испытанию. Я даже не могу сказать... Оля... Не знаю. Здоровье. Вот просто здоровье, потому что мы относимся к своему здоровью, я сказала про руку, да, мы относимся как само собой разумеется.
Вот оно есть, вот я здоров, и все хорошо. Да? И когда у нас происходят какие-то истории с заболеванием или там что-то происходит такое, мы начинаем на себя обращать внимание. Тогда мы понимаем, как может быть по-другому. И очень бы не хотелось, чтобы болезнь случалась. И болезнь можно предотвратить. И вот я хочу пожелать здоровья, потому что в этом слове очень много всего. Терпения, веры. Тоже здесь такой очень тонкий момент. Очень тонкий момент. Верить в то, что, не знаю, тоже здоровье. Будьте здоровы. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы.